как сделать элементы пчелиных сот, то есть шестигранников, и смонтировать их на потолок с подсветкой. Итак, берем лист фанеры, то есть эта сторона не лицевая, это обратная сторона, на ней можно все что угодно делать. Лицевая будет у нас фанерка 760, естественно, 38 на 38 отмечаем центр. Сразу же делаю метку снизу, чтобы проще было от нее потом писать, что важно. Для удобства взял обычные маленькие гвоздики. Забиваю. Также предварительно изготовил из обычных подвесов такую своего рода линейку, чтобы можно было нарисовать окружность. Круг есть. Эта отметка, которую я сделал первую, то есть она уже идет как стартовая точка. Берем также гвоздик, заколачиваем. Пересечение линии, соответственно. И этим же самым размером, то есть ничего не меняется, то есть вот этот размер, который был от центра, радиус, да, им же отмечаем остальные точки. Поехали. Раз, два. Две точки еще есть, также проколачиваем гвоздиками. Кто не хочет, может этого не делать, но лично мне так проще и удобнее в дальнейшем для разметки всех остальных осей. Ну, естественно, для удобства крепления вот этой линейки самодельно. Делаем еще отметку. Слева-справа. Точно так же заколачиваем гвоздик. И отмечаем последнюю точку. Я делаю это с двух сторон, чтобы это и проверка, правильно ли у вас все совпало по размеру, все ли верно отметили. Если все сделали верно, то это пересечение, оно, понятное дело, вот здесь в одной точке сходится. Все. Забиваю сюда последний гвоздик. Легко сильно закладывать не нужно, чтобы потом можно было просто от руки его достать. Рисую, в первую очередь рисую сам шестигранник. Это опять же удобство в плане гвоздиков, что можно взять, допустим, обычно правило и без какого-то напряга, то есть очень быстро и просто все рисовать. Видим, шестигранник, то бишь наша будущая сота, вот этот элемент в принципе и будет вырезаться. Сразу делаю для дальнейшего удобства максимальную вообще разметку, пока это удобно, пока здесь есть гвоздики. Отмечаю все оси и центральные, и вот эти перекрестия. На всякий случай можете даже отметить вот это, если тут планируется что-то монтировать с обратной стороны.
все, разметка готова. Напилил шестигранники. Буду стачивать вот эти вот острые углы. Наждачка 40-я. В плане еще снять вот эту фаску. Вот ее можно снять также тупо наждачкой. Ну, то есть избавиться опять же от вот этого острого угла. Чтобы это было проще, ну, у меня есть фрезер, я это сделаю фрезером. Если фрезера нету, с обратной стороны, соответственно, делаю то же самое. Эту часть грубо я ни в коем случае не прохожу, она лицевая. А уже мелкой, вот такой губочкой, то есть это грубо сотая наждачка. Ну, брать какие-то, может быть, грязь, пыль. В принципе, сам элемент, можно сказать, что готов. Ну как готов? Еще его нужно покрыть маслицем. Уголок под светодиодную ленту. Обычный пластиковый уголок, лучше, конечно, металлический, чтобы отводить тепло от диодной ленты. Ну, как эконом вариант. Пластиковый тоже сойдет.
по поводу крепления к потолку. Лично у меня это единственный вариант, который мне подошел по сути своей, чтобы светильник был съемный, и светильник, ну, достаточно, в принципе, не заморочено. Можно было установить, также снять, перебрать, ну, чтобы это было просто. Вот эти две по 5 сантиметров, это 10. И две вот такие из этой же фанеры десятки. Сделал 20-й такой чопик. Крутил саморез. И в принципе он и будет выступать в роли замка. Это мы крепим на потолок. Профилек. Для удобства заранее поджал вот эти углы, чтобы деревяшке было проще туда заехать, чтобы она не упиралась. Для чего делаю шурупы? Это чтобы было удобнее, когда вы уже установите, потому что толщина профиля всего там, 3 сантиметра. Состояние получается небольшое, залезть вот так далеко, то есть очень проблематично. Но с такими вот саморезами, то есть это сделать гораздо проще. То есть я их заранее устанавливаю, поднимаю, монтирую. Вот. То есть в принципе есть вариант потом также молоточком или чем-то таким длинным подлезть и выдвинуть в обратную сторону, то есть вот таким макаром. Соответственно, за счет вот этого размера 10 сантиметров, да, ну одинакового, то есть у нас крепление снимается. Достаточно просто и удобно. У кого есть интересная идея или какие-то мысли, как это можно прикрепить на потолок, не потратив на это кучу денег, и чтобы это было скрыто, и чтобы это можно было еще снимать при необходимости, пишите идеи в комментариях.